На следующий момент, я думаю, ни для кого секрет, что самый простой, самый адекватный способ попасть в Японию на продолжительный период времени – это обучение в стране восходящего солнца. Обучаясь, например, в языковой школе, вы можете прожить в Японии больше 2 лет. Однако статус Чугаксей, он же иностранный студент, не позволит вам закрепиться в Японии. И тут, дорогие друзья, есть 2 основных варианта – найти работу и получить рабочую визу, либо вступить в брак с гражданином Японии. Оба данных вариантов в конечном итоге позволит вам получить Эйджукен, он же вид на жительство в Японии. Однако процесс перехода с той или иной визы отличается, условия тоже разные. Поэтому в данном видео подробненько о Эйджукен и о процессе перехода на него с рабочей или супружеской визой. Всем привет, с вами снова я, Пых, и вы на канале о жизни и работе в Японии. Сегодня, дорогие друзья, мы поговорим с вами подробно об Эйджукене, он же вид на жительство в Японии, о том, как его можно получить. Самое важное, о том, как же переходить с рабочей и супружеской визы на Эйджукен, потому что Эйджукен – это, можно сказать, высшая форма существования иностранца в Японии. Многие мечтают его получить, многие хотят им обладать, ведь получив его один раз, он у вас уже не пропадет. Для получения рабочей или супружеской визы вам необходимо наличие 2 условий. Это причина получения визы и наличие гаранта. У рабочей визы причиной является наличие у вас высшего образования и, соответственно, гарантом, которым является ваш работодатель, фирма, которая готова взять вас на работу, готова предоставить вам рабочую визу. У супружеской визы причиной является наличие брака. Причем брак должен быть зарегистрирован в обоих странах, то есть в стране, в которой вы имеете гражданство, например, Россия, Белоруссия или Украина, например, да, и, соответственно, в Японии тоже. И гарантом в данном случае будет являться не обязательно супруг. Если супруг, например, не работает, нет дохода, то гарантом может являться, например, его родители. Возможно, даже оба родителя, либо отец или мать. Если нет, допустим, родителей, гарантом может являться также, например, другие родственники, например, брат, сестра, дедушка, бабушка, ну и так далее. Сроки визы на сегодняшний момент тоже очень сильно отличаются. Если у рабочей визы минимальный срок, который вы можете получить, это 1 год, далее есть там на 3 года, есть на 5 лет, то у супружеской визы все намного хуже. До недавнего времени было тоже год, 3, 5. Сейчас же появились минимальные сроки, это 6 месяцев и даже 3 месяца. Объясняется это тем, что количество фиктивных браков в Японии на сегодняшний момент все-таки продолжает находиться на довольно-таки высоком уровне. Да, фиктивный брак между гражданином Японии и иностранцем, который готов заплатить, например, определенную сумму денег для того, чтобы получить супружескую визу. Об этом я вам отдельно расскажу в другом видео, потому что супружеская виза тоже требует большого внимания. Там много моментов таких, которых стоит рассказать, но об этом не сегодня. Чтобы вы понимали, что супружеская виза, отличие ее от рабочей, то, что, например, срок визы могут понизить. Если, например, вы получили рабочую визу на год, дальше можете получить на 3-5, то в супружеской визе есть такой вариант, что, например, получив ее один раз на год, затем вы можете получить на 6 месяцев или даже на 3 месяца, если вы не соблюдаете условия данной визы, например, нигде не работаете, не платите налоги, не платите пенсионные взносы, не платите медицинскую страховку. Что касаемо мест работы, сфер работы, то супружеская и рабочая виза имеют довольно-таки большие отличия. Я вам уже говорил не раз, что рабочая виза позволяет вам работать лишь в той сфере, которая указана в данной визе. Но в рамках компании вы можете работать где угодно. Что это означает? Я вот недавно написал об этом, неправильно поняли. Если, например, у вас в визе указано, вы там программист, да, специалист в IT, но работать в фирме можно, например, тем же самым переводчиком, если фирму и вас это устраивает. То есть главное, чтобы была виза для работы. Но при этом, например, по данной визе вы не имеете права работать уже в другой компании, потому что компания, которая оформила вам визу, является вашим работодателем, является вашим гарантом. И нарушение данного аспекта будет являться нарушением визового режима, за которое вы, соответственно, можете быть депортированы из страны. Самое худшее, да, это депортировать из страны. Что касаемо супружеской визы, то супружеская виза позволяет работать вам везде, в любой сфере, никаких ограничений нет. Да, вот это ее большое преимущество. Кстати, поэтому многие блогеры, да, если следите за блогерами, живущими в Японии, большинство из них как раз таки имели или имеют супружескую визу, потому что она позволяет работать где угодно. Если захотите, можете даже работать, например, сопрано, да, это сфера, где оказывают услуги сексуального характера, девушки оказывают такие услуги парням.
Какие же условия для получения Эйджукен? Что нужно для того, чтобы перейти с рабочей визы или супружеской визы на Эйджукен, он же вид на жительство? Тут реально очень большие отличия между рабочей и супружеской визой. Запоминайте сроки, запоминайте условия. Сегодня я вам их все назову. Итак, для того, чтобы с рабочей визой перейти на Эйджукен, вы должны прожить минимум 10 лет в Японии. При этом эти 10 лет вы не обязательно должны все 10 лет работать. Там получается минимальный срок порядка 5 лет, чуть менее, да, то есть да, 5 лет вы должны проработать в Японии. Причем источники отличаются, но вроде как пишут, что 5 лет нужно проработать в одной компании, а в не разных. То есть это будет лучше, чем если вы, допустим, поработаете там, например, год в одной компании, потом год в другой, там, потом 3 года там, в третьей. Лучше, чтобы вы проработали эти все 5 лет в одной компании. Естественно, вы должны заплатить все налоги, сборы, тщательно платить пенсионные отчисления и медицинскую страховку. Но эти 10 лет, то есть получается, да, 5 проработать, 5 лет вы можете просто жить и учиться, например, в Японии. То есть, например, стандартная программа, да, сейчас, которая есть, приехали, например, учиться в языковую школу, проучились в языковой школе порядка 2 лет, затем, возможно, там пошли учиться где-то в колледже, либо сэмонгака, либо даже в институт, там тоже проучились, допустим, 4 года, то есть, да, вот, 6 лет вы проучились, потом 5 лет проработать, но в данном случае, да, будет длинно, потому что вам, получается, нужно будет прожить в Японии уже 11 лет, потому как 5 лет вам не будет хватать, да, то есть 6 плюс 5. Но вот такая схема. Что касаемо супружеской визы, то в плане получения Эйджукен она является более удобной, более приятной. Почему? Да потому что достаточно прожить в браке с гражданином Японии всего лишь 3 года. При этом 1 год достаточно прожить всего в Японии. Соответственно, за 3 года вы можете получить Эйджукен. И вернемся мы к блогерам, да, которые есть сейчас на просторах Ютуба, русскоязычные блогеры, живущие в Японии. Еще раз говорю, что вам большинство из них как раз таки имели, либо имеют супружескую визу и в последующем по ней именно получили Эйджукен, что бы там они ни говорили. Да, вот так вот я порой неприятно отношусь к блогерам, но факт есть факт, что большинство из них как раз таки имели или имеют на данный момент супружескую визу, и по ней они находятся в Японии. И, соответственно, если имели, то по ней они получили уже Эйджукен, вид на жительство в Японии, и сейчас вот проживают они в Японии. В самом начале данного видео я не просто так сказал, что Эйджукен является высшей формой, которую хочет достигнуть иностранцы, живущие и работающие в Японии, или вообще кто мечтает жить и работать в Японии, потому что Эйджукен, по сути, это та же самая супружеская виза, но она не имеет срока действия. Получив ее один раз, Эйджукен, получив Эйджукен один раз, вы его уже не потеряете. Что бы ни говорили, но из 100 случаев, 99 случаев потери Эйджукена это по ошибке самого иностранца, причем в тот момент, когда он покидает Японию и возвращается на родину. Во всех остальных случаях Эйджукен не пропадает. Вы можете нигде не работать, вы можете не платить налоги, вы можете не платить пенсионные взносы, медицинские отчисления, у вас его не отберут. Получив один раз, он остается у вас раз и навсегда. Более того, даже совершив какой-то криминал, в большинстве случаев, я вот лично искал, да, на просторах интернета, есть мне знакомый адвокат, спрашивал, он таких случаев не знает. Даже после криминала Эйджукен, но вот таких случаев он не знает, вот, реально его не отбирают. Что же касается, например, возвращения на родину, да, и отсутствия реентри, то это вот самая большая ошибка, которую допускают иностранцы. Еще раз говорю, что 99 иностранцев из 100 забывают поставить реентри при пересечении границы после того, как они возвращаются на родину, и таким образом они теряют Эйджукен. Вообще это странная вещь, потому что когда вы, например, имея Эйджукен, возвращаетесь на родину, допустим, летите на определенный период, допустим, на год, на 2, и вам сотрудник, да, паспортного контроля, таможенного контроля говорит о том, что если вы не возвращаетесь, поставьте себе реентри. Более того, он даже вам даст бланк о том, что нужно его заполнить, и заполнив его, поставив вот эту вот там, получается, печать, что ли, марка в паспорте и вот карточка иностранца, вы спокойно можете уехать на родину и через некоторое время спокойно приехать, и Эйджукен у вас сохраняется. Большинство иностранцев забывают об этом, либо игнорируют, и в результате теряют тем самым Эйджукен, он же вид на жительство. Соответственно, потеряв его, дальше придется все начинать заново. Дорогие друзья, вот такое небольшое видео о теме Эйджукена. Теперь вы знаете, что такое Эйджукен, как его можно получить с рабочей визы, либо супружеской визы, и почему он является, наверное, самой желаемой формой существования иностранца, который хочет жить и работать в Японии. На сегодня все. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи.